Это как дорога, почти тропинка. Точнее, не тропинка, почти дорога. Ну, как-то так, в общем. Да я скажу, не беспокойся. Ты такая пупочка. Мир дружелюбия в группе. Привет, меня зовут Настя Вэл, и сегодня у меня в гостях самая звездная команда в российском кей-попе – Фабрис Эротика. Привет, парни! Привет. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Илья, я лидер команды. Меня зовут Данте, я лицо группы. Привет, я Лео, я самый младший в группе. Маме. Давайте вспомним, с чего все начиналось. Как давно существует группа? Группа существует с 2010 года, но собрались мы осенью 2009. Я собрал команду, и мы, собственно, начали заниматься тем, чем мы занимаемся. А вспомните свои первые конкурсы, свои первые победы, что-то самое яркое, что отложилось в памяти. Ну, наша первая победа с нашим дебютным танцем, это было очень приятно, на самом деле. А что это за дебютный танец и где вы выиграли? Мы выиграли на Джоро Комменте 2010, это был танец на песню группы ДБСК «О». Вы долго готовились к этому танцу? Лучше его не знать. 9 месяцев. А Лео молчит, он участвовал тогда. Я не участвовал тогда. Ну, Когда ты присоединился? Осень 2010-го, правильно говорю? Да. Вот, я случайно нашел на YouTube выступление ребят. Я просто увлекался тогда группой Том Машинки. Вот, и искал каверы по всему миру на эту группу. Вот, наткнулся на хорошее выступление ребят, нашел их ВКонтакте, связался с лидером и прошел сложнейший кастинг. На днях вы объявили о кастинге. Расскажите, нужны люди для нового проекта? Да, вообще в идеале мы хотели бы набрать людей на постоянную основу в команду. У нас есть просто определенные задумки. Я бы сказал, куча определенных У задумок. нас, да, на самом деле, столько планов, что И вот, да, вот мы... когда их реализовывать, непонятно. Мы не знаем, чем это кончится. Кого мы там возьмем, не возьмем, но я думаю, это много месяцев останется. И вы ищете в том числе посторонних людей, не только из кей-поп-тусовки? Вообще, одно из наших требований – это именно увлечение кей-попом и любовь к этому, скажем так. Надо этим жить. Да, то есть, возможно, мы даже ищем человека не со столь высоким уровнем какого-то там таланта или еще чего-то, сколько с большим желанием и интересом к тому, что мы делаем. Как именно проходит кастинг? Ну, люди присылают нам видео, и мы, собственно, отбираем. То есть в условиях сказано, что нужно отправить фотографии, несколько штук в полный рост, то есть крупный план, и нужно отправить показательное видео. То есть это может быть импровизация, может быть какой-то кавер, может быть хореография какая-то собственная. Фристайл. Фристайл, да, ну импровизация. То есть смысл в том, что мы должны, то есть первичная суть отбора в том, что мы должны посмотреть, как человек вообще выглядит, как он двигается, как он, ну, вообще, какие у него способности. Ну, плюс у нас дополнительные бонусы, которые там, может, петь умеет. Да, или там растяжка супер крутая, еще что-нибудь. То есть вот это вот нам все нужно. Да, так что вы можете отсылать нам заявки. Мы обязательно изучим. Сейчас вас довольно часто можно видеть с другими командами. Данте с Джун показали замечательный номер на кавер-дэнс-фестивале. Лео с Язу совместно со Sweet поставили абсолютно классный номер танцевальный, песенный на конкурс корейской песни. Расскажите, как к вам можно попасть в дуэт, как приходят идеи таких дуэтов? Просто попросить нас об этом, а там уже как получится. Просто нам самим интересно какое-то разнообразие и такие какие-то смешанные проекты, поэтому мы соглашаемся на них. Плюс это опять же интересно. В голове иногда крутятся какие-то, что с кем-то можно сделать. Нужно приглашение. Надо это устроить. Я думаю, сейчас появилось огромное множество желающих выступить с Фабрис Эротикой. А что, собственно, нужно для этого сделать? Ну, просто пишите нам, да, и все, и мы там посмотрим. На самом деле мы готовы ко всем предложениям всегда, то есть мы не какие-то такие, как это называется, которые... Руки. Нет, которые в замке живут. Нет, как это сказать? Затворники? Да, затворники. Мы не затворники, то есть пишите, обращайтесь, а мы уже все взвесим, оценим, посмотрим. Вы из тех, кто старается
в одно время учить только один танец, или у вас куча проектов, которые вы вместе репетируете практически одновременно друг с другом? Как это происходит? И сколько одновременных проектов у вас бывает? Ну, вообще, если брать всю историю нашего существования, нашей группы, то да, мы в основном всегда репетируем один танец. То есть мы репетируем его, заканчиваем, выдаем, потом все репетируем следующий. Но в последнее время у нас сменилась, скажем так, концепция, она стала меньше, и поэтому Чего нам ждать в будущем? разнообразие. Вы неожиданно для всех открыли дополнительные таланты. Уже давно известно, что Лео хорошо поет. И вдруг выяснилось, что Язу и Данте отличные рэперы. Вы этому как-то учились? Нет, у нас само Как собой. учились? Тренировались? Ну так, долгое время. Дома с микрофоном. В душе, дома. С душем. Ну вообще все это непросто. То есть тут мы как бы так новички совсем, и, Да. пока только развиваемся в этом направлении. Это когда мы вышли на Карсонг, Мгм. это оказалось намного сложнее, чем... А песни это совсем другое. То есть что-то спеть, танцевать. Я в общем помню момент, когда мне ставят стойку свою, я понимаю, что сейчас Чарли допоет свою партию, и вот мне нужно разворачиваться и выходить на сольник свой. И я перекрестился такой, аккуратненько развернулся и пошел. И не попал. И чуть-чуть стало. Это было чуть-чуть. Yeah, kinagi saame mugimäärän gidee trilinalen punch. Срага дарга манагара гамарга бучика среда марга сунчак. Улин мэрни магадарник вагин дрыним джерасри. Как родилась идея F5? Что это вообще? Это Можно я расскажу? фотосеротика, какие-то люди. Можно я расскажу? Название. На самом деле это все случилось так. Нам надо было придумать название, но мы никак не могли его придумать. Мы хотели сделать его получше, но не получалось. Изо дня в день. Изо дня в день мы думали, что как же сделать его Красивее получше. название. Как более отличное название. Красивее. Собственно, когда я спал, мне позвонила одна из организаторов из КЦ и сказала, что срочно нужно название. Просто вот срочно. Я говорю такой, спросонья. F5. Ну а песня на группу M-Black. Просто как-то Лео, я пришел к нему в гости, Ну да. и говорю, Лео, Странно. смотри, война, классная Война, песня. да, это песня про войну, давай. Песня про войну, да. А Ну, я не их про за- такую войну, А конечно. я их заставлял меморандум учить. Но их не схватил. Говорить о том, что F5 это разовый проект, не стоит. Нет, конечно. Что это? Возможно, название разное. может быть. Просто как Подумайте. Мы еще Просто по фемрисеротика и фемрисеротика, да. Расскажите, а как вы отдыхаете? Вы домоседы или вы тусовщики? репетируем. Не репетируем. Я тусовщик. А я дома в кроватке отдыхаю. Я Данте, я тусовщик. Помимо танцев, каким-то активным отдыхом вы занимаетесь? Все силы Времени уходят мало. на- да, все силы время уходят на танцы. Мы играем в лазертэг. Вот. Ты играешь Нет, только. я тоже играю. Потому что лазертэг это круто. Что я Пальцем тычешь, спасибо, хорошо. Понял. Вообще лазертак это круто. Вы все очень хорошо и стильно выглядите. Спасибо. А вы сами себе выбираете одежду, аксессуары? Нет, у нас есть стилист, шутка. Вообще, да, сами. Как происходит поход по магазину? Ну, мы берем, приезжаем в торговый центр. Идем в женский отдел. Идем в женский отдел. Это с чего мы начинаем? С тех пор, как мы стали в этой тусовке, мы стали приверженцы определенного интересного стиля. Я Поэтому всегда мы привержен определенному стилю. Все время ищем что-то интересное. То есть простые Капюшоны с такими футболочки, штуками, да. Да, капюшон с рогами, Да. например. У нас есть у каждого по вот такому чемоданчику с цацками. Вот, поэтому сначала мы одеваем Знает толк. определенную одежду, набираем, а потом комплектуем её Цацками. цацками, да. Это браслеты Украшать. всякие. Это как торт украшать Да, вишенками. Также себя украшать цацками. Да. Вот. В общем, это То, что сегодня на вас надето, это все куплено в московских магазинах или выписано откуда-то? нет. У меня А, не, про у меня из Кореи. джинсы скорее. Как это не покажется странным, банальные обычные джинсы, я просто ходил тогда, примерил их, они были такие классные, недорогие. Не могу не спросить, как вы относитесь к успеху
Псай и популяризации кей-поп в мире. Можно я отвечу? На самом деле, Нет, Вообще-то нет. с самого начала не сделал, чтобы ты отвечал. так вот, что я хочу сказать. На самом деле, я думаю, относимся так же, как и к сам сайт. То есть, по-моему, это здорово. Я думаю, По-моему, это Gangnam Style. По-моему, это просто Gangnam Style, да, и в том плане, что В том плане, что секси леди. секси леди, да, и как бы... И поп. Все. Опа, Gangnam Style! Опа, Gangnam Style! К сожалению, наша беседа заканчивается. Если вы хотите сказать какие-то слова благодарности или что-то передать своим поклонникам, вы можете сейчас это сделать? Давайте я начну. Я хочу сказать слова благодарности тем людям, которые сделали нашу группу такой, какая она есть. Это наш менеджер Алена, это наши деловые партнеры, которые помогали нам, нашему директору спасибо. Спустя полчаса нашим болливудным собакам. Так что, Самое главное, спасибо кей-попу. Да, я, кстати, тоже хотел За то, что ты есть. спасибо да кей-попу просто за то, что ты есть. Ну, я тоже сам говорю, спасибо Кипоп, что ты есть. Потому что если бы тебя не было, то... Да ничего. Парни, было безумно интересно с вами болтать сегодня. Правда, спасибо, что пришли. С веб-эротикой беседовала Настя Белл специально для Азиабу. Если вы хотите первым узнавать, кто еще придет к Насте Белл, подписывайтесь. Если вам было интересно, ставьте лайк. Мы хотим знать, что вы думаете о нас. Поэтому оставляйте свои мысли в комментариях. Пока! На радио я говорю, тут я говорю. Ничего без меня сделать не может. А что вы испытываете в связи с этим? Негодование. Окей. Так вот, Я отвечал на вопрос. Какой был вопрос? Про одежду. Про фэшн-сорганизм. Вот такая вот задача. Дайте мне договорить, что ж такое? Ну что, шикарно.